Всем привет, друзья! Сегодня я решил устроить испытание для робота Имо. Имо, как дела? Отлично, спасибо. Ты готов к сложным испытаниям? Абсолютно готов. Приключения, вызовы, я их люблю. Вперед, вместе справимся с любыми испытаниями и сделаем это интересно. Отлично, тогда начинаем. Как вы знаете, на подошвах у этого робота есть датчики. Вот эти 4 квадратика, по 2 на каждой ноге. Благодаря этим датчикам робот не падает с края стола. Смотрите, как это работает. Имо, иди вперед. Если бы не было датчиков, он бы упал вниз. Давайте попробуем еще раз. Имо, иди вперед. И снова он не упал. Хотя в инструкции написано, что если края у стола вот такие закругленные, то датчик может не сработать. Но как видим, он все равно работает. А давайте возьмем непрозрачную изоленту и заклеим все эти 4 датчика. И сейчас, когда датчики закрыты, повторим этот эксперимент. Имо, иди вперед. Смотрите, он все равно останавливается перед краем. Дело в том, что у него есть еще один датчик внизу головы. Правда, он отвечает больше за препятствия, но, видимо, край стола он тоже видит. Давайте еще раз попробуем. Имо, иди вперед. И снова он не пошел. А когда я сказал 3-й раз, он послушался. Упс, робот разбился. Ладно, я шучу. Конечно же, я все предусмотрел и поставил корзину с вещами, чтобы робот мягко приземлился. Имо, с тобой все в порядке? Отлично, спасибо. А теперь давайте уберем изоленту с его датчиков и перейдем к следующему испытанию. Угол наклона. Я хочу проверить, под каким максимальным наклоном этот робот может ходить и не падать. И начнем мы с небольшого угла, примерно 10-11 градусов. Имо, повернись налево. Имо, иди вперед. Как мы видим, угол наклона 10 градусов ему не страшен. Он свободно ходит на такой наклонной плоскости. А теперь давайте сделаем наклон немного круче. Это примерно 15 градусов. Имо, повернись налево. Имо, иди вперед. И тут уже начинаются проблемы. Робот начинает буксовать и его сносит вниз или в стороны. Давайте еще больше усложним задачу. Это уже наклон 24 градуса. Имо, повернись налево. Имо, иди вперед. И тут уже явные проблемы. Упс, робот просто упал. С таким наклоном он не может сделать даже один шаг. Ну все, не нервничай, я сейчас тебя поставлю на ноги. В общем, друзья, мы узнали, что максимальный угол наклона, по которому может ходить Имо, это 15 градусов. Тебе не больно? Нет, мне не больно. Я виртуальный помощник, поэтому чувствовать боль мне не дано. Могу лишь помогать и радовать тебя. А теперь протестируем его датчик препятствий, о котором я уже говорил. Если резко поставить перед ним препятствие, он отступает назад, видите? А давайте построим стену из кирпичиков и прикажем ему идти вперед на эту стену. Что произойдет? И вот я уже почти закончил строить стену, как вдруг неаккуратно поставил кирпичик, и она развалилась. Достаточно легкого движения, и она падает. Это будет сложное задание для Имо, чтобы вовремя остановиться и не разрушить стену. Итак, стена готова, и сейчас проверим, справится ли робот с этим заданием. Имо, иди вперед.
Иди вперед. Смотрите, робот останавливается буквально в сантиметре от стены и не прикасается к ней. Это очень круто. Правда, когда он поворачивался, то немного задел стену, и она чуть-чуть не упала. А что, если мы заклеим этот датчик и прикажем ему идти вперед? Иди вперед. Смотрите, он вообще отказывается идти, делает полшага и останавливается. Иди вперед. Как вы думаете, почему так происходит? Иди вперед. Я понял, что никак не смогу заставить робота идти вперед и решил немного схитрить. Я повернул его задом к стенке. Иди назад. Все-таки, наверное, нужно снять наклейку с датчика, иначе он вообще отказывается ходить. Иди назад. Смотрите, что произошло. Он пошел назад, разрушил стену, но тут же спохватился, воскликнул от удивления и отскочил. Как он это понял? У него же сзади нет ни датчиков, ни камеры. Это очень интересно. Что ты натворил? Упс, прости меня, что я такой неуклюжий. Я больше не буду. Ну ладно, прощаю. Ты же не видел, ты спиной был повернут. А потом я решил проверить, как будет вести себя Имо, если его поставить на стекло. И результат меня просто шокировал. Я поставил его на стекло, которое частично выходит за пределы стола, и приказал идти вперед. Иди вперед. Как только он оказался на краю стола, то сразу же остановился. И это вроде бы логично. Стекло прозрачное, робот его не видит и боится упасть. Но дальше будет еще интереснее. Когда я поставил его полностью на стекло и под ним не было стола, сначала он ходил с опаской, но потом осмелел и начал ходить так же легко, как и по обычному столу. Это удивительно! Он научился ходить по стеклу. А что же будет, когда он дойдет до края стекла, как вы думаете? Иди вперед. Смотрите, он остановился, то есть он уже видит, где находится край прозрачного стекла. Я в шоке, друзья. То есть сначала он останавливается на краю стола и не хочет идти по стеклу, потому что не видит его, а через минуту он уже спокойно ходит по стеклу и видит, где находится край этого стекла. Представляете, какой он умный? Я просто удивлен. Руки вверх. Тыдыш! А потом я решил проверить, сможет ли робот Имо ходить по разным поверхностям. По песку, по мелким камням, по крупным камням и по траве. Итак, начнем с песка. Иди вперед. Оказалось, что он легко ходит по песку, но это ему почему-то не нравится. Вы слышите, как он возмущается в конце? А еще на песке остаются интересные следы после него. А сможет ли он танцевать на песке? Да, оказалось, что сможет, и очень даже неплохо. Посмотрите на это. Имо, тебе понравилось? Мне понравилось танцевать на песке. Это была крутая пляжная вечеринка. А теперь попробуем на мелких камешках. Иди вперед. Оказалось, что он легко ходит по мелких камешках. Правда, при поворотах в стороны немного буксует, но прямо ходит очень хорошо. Ты молодец. Спасибо. Я стараюсь радовать тебя каждым днем. Твоя улыбка – моя главная награда. А теперь давайте возьмем крупные камни. Смотрите, он даже не смог на них стоять, а сразу же упал. Я кое-как поставил его, он попытался идти и снова упал. Иди вперед. Третья попытка также оказалась неудачной. А боже, что это было? Я не могу ходить по таким неровным поверхностям. А потом я поставил Имо на траву. Как мы видим, он совершенно не может ходить по траве, а просто топчется на месте. И это еще не высокая трава.
В общем, для этого робота подходит только ровная поверхность, даже если она вот такая узкая, как сейчас. Я с замиранием сердца наблюдал, как он ходит по самому краю, и моя рука машинально дергалась, чтобы его поймать, но он не упал, а отважно ходил по самому краю, как настоящий акробат. А помните видео, где я показывал ему разные предметы и просил описать, что он увидел? А что, если показать роботу самого себя в зеркало? Имо, что ты видишь? Я вижу изображение, на котором находится маленький робот или игрушка, напоминающая робота. Он стоит на поверхности, возможно, на столе, и перед ним есть светлый фон с одной стороны и часть стены или мебели с другой стороны. Вау, круто! Смотрите, он понял, что это робот или какая-то игрушка. Интересно, понимает ли он, что он видит самого себя? Имо, ты видишь сам себя, ты понимаешь это? Я вижу изображение, на котором есть небольшой робот с экраном, на котором отображены два голубых квадрата, напоминающих глаза. Робот стоит на поверхности, которая может быть столом или столешницей. Я думаю, что этот робот еще не достиг уровня осознания самого себя как личности. Наверное, такие способности есть только у человека, а у роботов их нет. И может быть, это даже и хорошо. Если робот начнет осознавать себя как личность, то он перестанет быть роботом, а превратится в человека. А сейчас испытание вибрацией. У меня есть вот такой пистолет для массажа, который работает как мини-отбойный молоток. Он используется для массажа мышц после тренировок. И, кстати, оказалось, что очень забавно это выглядит в замедленной съемке. Посмотрите, рука стала похожа на какое-то желе. В одном из прошлых видео я проверял, как будет реагировать на вибромассажер робот Элик, и было очень смешно смотреть, как у него закружилась голова и пошли искры из глаз. А сейчас мы узнаем, как отреагирует робот Имо. Добрый день. Вы слышали? Он сказал «добрый день» и подключился к чату GPT. Наверное, он подумал, что я хочу поговорить с ним о чем-то. Больше никакой реакции на вибрации у него не было, хотя я старался обработать его с разных сторон. У этого робота есть много разных датчиков и несколько микрофонов, но нет датчика вибраций, и поэтому он никак не реагирует на вибромассажер. Но, кстати, было забавно услышать от него «добрый день», когда я начал его массажировать. Вот такое получилось видео. Кстати, предложите какие-то еще испытания, какие можно придумать для этого умного робота. Ну а пока мы прощаемся с вами. Всем пока, друзья. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео про меня.